Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я хочу озвучить небольшую новость. Ну как небольшую, я думаю, довольно-таки важная новость. Я буду участвовать в чемпионате благодаря моему подписчику, зовут его Мартин, по крайней мере он так подписан в Телеграме. Поэтому, ребят, чтобы не пропустить стрим по чемпионату, обязательно подпишитесь на мой Телеграм-канал. Нас там уже целых 224 человека, ребят. Это немного, но и немало. И у нас там есть еще чат комьюнити. Поэтому присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Ссылка закреплена будет в комментариях. Там я веду свой личный блог, пишу информацию по игре, обновления и все такое. Как-то так. Ну, в принципе, все новости я озвучил, поэтому погнали к ролику. В принципе, за этим мы все и собрались здесь. Итак, знаете, у меня на сегодняшнюю катку есть несколько сборок, которые бы я хотел реализовать. Первая сборка звучит так. Я хочу попробовать поиграть на волшебника через эльфов. Либо же я хочу поиграть на гриттерах через Керри Сларка. То есть тут две такие сборочки, но, знаете, по традиции я все заранее загадываю. Но оно не приходит. Возможно, у меня будут сегодня и охотники. В принципе, почему нет? К сожалению, Тайда здесь нету, поэтому морских, в принципе, собрать я не смогу. Если вдруг тут таковые будут магия, но хотя бы... Судя по всему, это будут действительно мои, скажем так, неожиданно-нежданные охотники. На самом деле я не против охотников, я бы хотел на них тоже сегодня поиграть. Это, в принципе, довольно сильные ребята, только на их нужно правильно собрать. Для того, чтобы их правильно собрать, мне понадобится, во-первых, ну, естественно, сами охотники, да, куда же без этого. Потом медуза. И ведьмаки, скорее всего. Если же ведьмаки здесь не будут, то понадобятся, скорее всего, звери. Поэтому, смотрите. Для моего билда мне понадобится Мирана, ВРК, Орк, Медуза. Ух ты, еще два орка. Ничего себе. А, что это за праздник живота сегодня? Я бы на самом деле заблокировал бы и взял бы два этих орка. Ну, вот хотелось бы мне так сделать. Но. Я, наверное, так делать не буду по той лишь причине... Обалдеть, у чувака два гоблина-убийцы пришло. Ладно, я, короче, не буду их... Хотя, на самом деле, можно было бы Марса заблочить. Хотя и орков можно было бы. Ай, да ладно. Короче, взял я Марса сейчас. А там сейчас посмотрим, как оно будет дальше. Мирану я бы хотел апнуть вообще в тройку. Вообще, на самом деле, можно было бы реально через эльфов поиграть. Выход через Марси, там все дела. Я давно на эльфов не играл. Вау. Ну, судя по всему, еще и не поиграю. Ну и ладно. Мне, в принципе, устраивает то, что ко мне сейчас приходит. Цепочка бесполезная, палочка полезная. Берем палочка, палочка нам надо. И делаем следующую расстановку. На самом деле у меня сейчас овер слабый стол. Вот максимально слабый стол, я бы сказал, по той лишь причине, что у меня нету никаких подсейвов, нету никакой стенки, нету ничего такого. Но я вижу, что против меня уже две двойки, и меня на самом деле это не радует. Скорее всего, мне в действительности понадобится собрать здесь ведьмаков, чтобы полностью не бояться абсолютно никого. Чем раньше я соберу фуловых ведьмаков, чем раньше мне придет медуза, тем будет лучше. Как-то так. Через зверей играть, в принципе, можно было бы на самом-то деле, но я не особо сейчас этого хочу. Поэтому ведьмаков заранее я ставить не буду ни в коем случае, это мне не надо. Как мы понимаем, да? О, дядя Гриттер. Неужели ты хочешь сказать, что гриттеры сегодня будут в каточке? Не, я гриттера оставлю, в принципе, почему нет? Он ранний, я бы его взял. Я, может быть, даже его сейчас бы поставил, но... У меня есть малюсенькие сомнения. Хочу ли я этого сейчас? Мне кажется... Хотя, знаете, а почему нет? Смотрите, я сейчас АМА продаю, беру уровень, ставлю гриттера, да? Гриттеры не работают. Но я могу сделать так, чтобы они работали, но... насколько это будет сильно и оправдано? Не знаю, давайте сейчас попробуем. Я думаю, это, в принципе, будет, ну, неплохо. Как минимум. Вот Хрона сейчас поставилась. Если парочку тюрьм сработать, то, в принципе, вообще будет шикарно. Ну да, вот, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Не идеально, но и не супер отлично. Вау, снайпер. Оу, потише, потише. Не надо так быстро. Вот не надо так быстро. Обалдеть. Да, ну, это... Хорошо. Ставим так, ставим так. Так, смотрите. У меня в снайпере все шмотки есть? Есть. Гриттер у меня есть? Есть.
На самом деле, вот на гритерах можно было бы сыграть. Еще и Марси ранее пришла, понимаете? Но можно лучше сделать, наверное, через охотников. Просто охотников довольно-таки просто законтрить. Вот реально их просто законтрить. Можно было бы Агра поставить. Хотя, не знаю. Короче, пока пусть будет так, сейчас посмотрим. Я сильно спешить не хочу и не буду. Я думаю, все прекрасно это понимают. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну конечно, вот этот тролль со старта реально очень сильный персонаж. Я его раньше недооценивал. Но если со старта он приходит вам в двойку, у вас есть хорошие предметы, то будьте уверены, этот персонаж таких приколов принесет противнику. Ух, жрец приходит. Морской там собирается, цветка. Ну, не, я на цветке не хочу сыграть, потому что здесь нет цвет пятерки. В принципе, я бы мог вертолетика там собрать в двоечку и сыграть на вертолетике в двоечку. Но как-то не хочется. Кстати, я немножко сейчас местами поменяю. Пусть у меня Марси танчит. Лучше Гритер у меня там прыгнет, сразу там накинет свой станчик. То есть, ну, будет себя чувствовать намного увереннее. Ну, как станчик. Хрону свою нас поставит, и будет все хорошо. Кстати, ребят, я там в телеграм-канале писал, если у меня есть какие-то там фоновые шумы, там кто-то там бьется, дерется и тому подобное. Ну, то есть что-то какие-то лишние звуки слышите, не обессудьте. У меня, ну, я в телеграм-канале писал, мы нашли маленького котенка, и сейчас мы его взращиваем. Поэтому ничего сделать больше я не могу, и с шумами тем более. Так как, кстати, я сейчас на винстрике, я поставлю вот этого персонажа и возьму уровень. Чтобы у меня был шанс 7%. Но на самом деле мне в действительности бы хотелось на охотника сыграть. Это очень сильно, это прикольно, это необычно. Редко кто их собирает, но для того, чтобы на них сыграть, мне нужно, естественно, ну, выигрывать и 6 охотников найти. Желательно медузу в двойку раннюю. И желательно ранний 10 взять, потому что без раннего 10 буду я чувствовать себя, ну, не очень хорошо. А еще, я, наверное, знаете, как сделаю? Я не буду прям настаивать на то, чтобы мне пришла вот, допустим, медуза. Ой, медуза, да? Блин, подождите, что я несу? Короче, от 10 раунда я буду смотреть, на чем я буду играть. Возможно, мне вообще ничего приходить нормального не будет, да? Я сыграю тогда на гритерах. Я давно на гритерах не играл, Марси у меня есть, в принципе, как керри персонаж, хоть ее и все собирают вот так поголовно. Но... А как? Стопе. 40 монет? Каким... Вы это видите? Ну, я сейчас не сплю, да? У чувака 40 монет. 40 монет на 8 раунде у него было. Вы просто вдумайтесь, у человека 40 монет на 8 раунде. Это... У меня, ну... Сказать, что я в шоковом состоянии, это ровным счетом сказать ничего. 40 монет. Каким образом он сделал 40 монет? Я этот ролик, который сейчас записываю, я обязательно пересмотрю и посмотрю, каким образом он себе сделал 40 монет. Я в это просто не верю, понимаете? 40 монет. Может, я в этой игре что-то не понимаю, что-то не знаю. Может, от меня что-то скрывают. Может, он там нереально гоблинов как-то там... Короче, ребята, ну-ка напишите мне в комментариях, что вы думаете по этой теме. Я на самом деле, ну, в таком хорошем замешательстве на этот счет. О, плюс одна монетка сюда. Почему ты не даешь мне монетку? Я сейчас не понимаю. Вот, гоблин, объясни мне. Сейчас, кстати, если брошка гномов падает, то я 100% думаю, что это будет у меня... О, это мы все скипаем бесполезно. Ну, понимаю, хорошие предметы. Кстати, я 2 тролля возьму. Охотники все-таки или гритеры? Блин, охотники, конечно, прикольно, но на гритерах я давно не играл. Ладно. Боже, зачем ты гоблинов продал?
Зачем? Ой. Короче, ребята, только что сделал довольно-таки сильную ошибку. Я продал случайно гоблинов. Я хотел их оставить, но почему-то в голове я своей подумал о том, что, их скипнуть надо. Почему, я таки не понял. Что у меня в голове только что было? Челик персик нашел себе, понимаю. Не осуждаю, но понимаю. 50 монет. Как ты это сделал? Как? Воины собираются. Вот это вот плохо. А, нет, здесь не воины собираются, здесь собираются орки. Окей. Окей. То, что здесь собираются орки, для меня это, конечно, не очень хорошие новости. Буду тогда играть на гритерах. Керрить я буду Марси. Снайпер, это так. Пусть будет. Он как бы лишним не будет. Вообще, и охотники были бы идеальны. На самом деле, охотники так хорошо разбирают этих богов орков, которые просто надоели. Они в каждой игре находятся, эти боги-орки. Но тут еще, кстати, есть маги. Поэтому мне предмет третьего тира от магии понадобится как кровь из носа. Потому что не будет этого предмета, будет все очень плохо у меня. Ну, посмотрим, ладно. Есть у меня все-таки гритеры сейчас, в принципе, я себя не очень плохо чувствую. Да, откровенно говоря. Опа, Сларк. Кстати, можно было бы реально попробовать закерить Сларка. Кстати, может... О, кстати, так я в тролля закину сейчас вот эти вот шмотки. Он будет, я думаю, посильнее, чем снайпер. Снайпер это так. Есть и есть, да? Нужна ли мне эгида, да, сейчас? Давайте подумаем. Вот челик тоже на гритерах играет, но через Марси. Сларк... Давайте Марси 750 хп. Сларк 500 хп. Я возьму отхил. Мне кажется, отхил будет помощнее, чем что-либо. Эгиду я оставлю, я по-любому ее буду собирать, но позже. Так, ага. 22 армора, я тебя услышал. Так, сейчас, конечно, так себе ситуация. Возможно, я могу проиграть. Невозможно, скорее всего. Давай, топоры. Топоры кидай. Кому? Как ты топоры эти кинул сейчас, алло? Как ты сейчас эти топоры кинул? Ты неправильно кинул эти топоры. Массовые топоры нужны были. Ну ладно. 52 монетки у меня есть. Для того, чтобы играть на гритерах, мне в идеале 7 уровень. Но так как здесь есть дух, пятерочка, я бы с удовольствием сыграл бы на 8 уровне. Может, кстати, МК в двойку придет. Если придет МК в двойку, я обязательно его пикаю. И буду его керить. МК в двойку будет намного сильнее, чем всякие Марси и тому подобное. Но вот Сларка я никогда не керил. Вот серьезно. Я сейчас, конечно, посмотрю в иллюстрациях, насколько Сларк по хп проседает, по урону и всякое такое. Но мне просто самому интересно, насколько все это плохо, сильно или тому подобное. Кстати, хорошенько. Ой, как хорошо Хрона сейчас встала на всех. Просто, боже, я такое обожаю. Так, ладно, я здесь выиграл. Иллюстрация. Сларк двоечка. 220 хп, 2000 хп. Марси. 203 тысячи. Ну, довольно так... Нормально так она сильнее. Сопротивление к магии 0. А тут 10 и броня 4. Не, ну на самом деле огромные цифры. Бабулька. Боже, бабулька. Бабульку я не особо хочу. Хотя на самом деле бабулька очень сильный персонаж. Особенно со старта. Бабульку, если есть такая возможность, то пикайте, ребят. Ладно, я, наверное, буду брать все-таки 8 уровень. Хотя я бы... Так, мне шарбезный нужен, я понял. Посмотрите, тут уже 6 магов. Мне нужен шарбезный. Кровь из носа, но мне нужен шарбезный. Я даже не знаю, что сейчас лучше сделать. Усиление или все-таки шарбезный находить. То есть усиление или 8 уровень. Потому что маг меня порвет. Хоть он и вылетел. Хоть у него и в единицу все маги. Но он меня может порвать. Поэтому шарбезный мне сейчас нужен. О, под заказ. Но там был у меня еще и изолятор. Но я выбрал шарбезный, как видите. На бабку скип. Я как-то больше верю все-таки... Ну, чистый урон. Блин, ну на самом деле надо брать уровень. Всем позиций, конечно, сидеть хорошо.
Шамана собирать. 7 позиций, конечно, сидеть хорошо. Или апгрейднуться. Или... Вот знаете, у меня сейчас такое замешательство. Что же я все-таки хочу больше? Получить хорошего сильного керри? Но только надо определиться кого. Марси, в принципе, с этой задачей справится. Кунг-фу, кстати. Вот из-за того, что там есть кунг-фу, я все-таки буду 8 брать. Может, МК в двойку на роль. МК я по-любому буду брать. Так, тут тоже, кстати, против меня гритер. Поэтому мы будем сейчас, кто сильнее, у кого сильнее гритер сейчас будет. Но у меня 2 хроны, хотя они не работают. Поэтому так. Будем брать 8. О, шаманчик, это тут. Ладно, будем брать 8. Этого паренька мне нравится брать. Хороший парень. И, наверное, все-таки я поставлю орка этого. Потому что отхил как бы все равно будет и так массовый. Надо посмотреть, какая там у мага расстановка, потому что тут будет маг-дракон. Так, ты здесь, значит, у тебя все здесь. А значит, надо немножечко сделать расстановку другую. Вот такую, к примеру. О, как раз маг-дракон. Спасибо. Боже, вот это вот не нравится. Особенно, когда пак присасывается к моему самому сильному керри сейчас. Ну ты криса. Пак, кстати, работает, если что, на гритеров. Он уменьшает ему урон с руки. Но, как видим, не очень-то это сильно помогло. Но тут кунг-фу есть у человека. Вот это вот меня смущает. Так, мне на 8 уровне нужно ролиться. Я буду по-любому ролиться. Как бы гадалки не ходи. Можно было бы взять кунку. Кунка хороший контроль. Хотя есть эгида, которая тоже дает, ну извините меня, неплохо так по щам. Но эгида как-то мне больше нравится, потому что она лейт, она без маны юзается. То есть эгида мне как-то больше нравится, что ли. А Сларк, он, кстати, ну неплохо так с руки бьет. Тут есть алхимик. Но Сларк, кстати, может законтрить алхимика. Марси не сможет, а Сларк сможет. Хотя, не факт. Уху-ху. Тот, скорее всего, проиграл, кстати. Слишком огромный чел с цветами. И их много. Или нет? Или нет? Нет. И Винстрик сбил. Ух ты. Так. Медуза. Кстати, медузу можно было бы взять. Если в двойку медузу... О, лондруид. Вот это да. О, еще один лондруид. Так. Кларк, извини, я в тебя, конечно, верю, но не настолько сильно, чтобы скипнуть лондруида. Тебя я тоже беру. Лондруиды я бы, кстати, даже, может, сейчас поставил. Мне кажется, они будут посильнее. Все-таки два мишки это 2 мишки. Как-никак. Отлично. Ой, хорошо, кстати. Кстати, мне говорили, что алхимик еще очень хороший керри. Вот прям шикарный керри мне говорили, что алхимик. Но насколько это правда, сейчас мы и узнаем. Так. Снайпер, нужен ли ты мне? На самом деле, я уже думаю, снайпер мне тоже не особо нужен. У меня уже неплохой стол такой вырисовался. Нарисовался, вырисовался. Как правильно? Обалдеть, Хускар пришел. Ты чё? Дядя, ты чё? Ну, откуда ты взялся такое? Мне тебя некого поставить. Ну, некого заменить вместо тебя. Вместо тебя мне некого поставить. Но Хускар в двойку, кстати, тоже очень сильно. Но на самом деле, если ставить Хускара, либо же МК, то я беру МК. Но МК не стакается с Марси. И со зверьми. Поэтому, скорее всего, мне придется выбирать. Чё ты такой большой приходишь? Зверь, пятерочка, пришел. Благодать Драсим. Зимние объятия, кстати, хороший предмет. Зимние объятия. Работает он не против почти всех. Ну, кстати, да, я возьму его. И сейчас объясню, почему еще его возьму, а не кого-то другого. Кстати, этот предмет я скипаю. Пришла хрень, конечно же. Ну, палка плюс 40 я возьму.
Я сейчас объясню, почему я взял конкретно... Ничего не пришло, к сожалению. Ладно. Я сейчас объясню, почему я взял конкретно вот этот предмет, а не какой-то там другой предмет или что-то типа того. А вот именно этот предмет. Смотрите, ребят. Вдруг кто не знает. Вот этот предмет, зимнее объятие он называется. Если же вы ставите его вперед, зимнее объятие наносит в этом радиусе 100 магического урона. Я хочу акцентировать ваше внимание именно на этом. Он наносит 100 магического урона, но тем самым он моментально себе восполнит ману. Просто сейчас внимательно посмотрите на Омника. 0 маны. Вот смотрите внимательно сейчас. Вот, смотрите. Чпуньк, уже половина маны. Если бы они стояли все ближе, то, извините меня, вы сами понимаете, что было бы. Ну, кстати, Медузу я хочу в свой билд взять. И у Медузы, кстати, сплэш не передает баф гритеров. Вдруг кто это не знает, Медузин сплэш не передает баф гритеров. Вдруг кто не знает. Я об этом не знал. Я это проверил лично, там тыкал-тыкал и нашел, грубо говоря. Так, Марси в двойку мы ставим. По поводу Хускара. Кстати, по поводу теперь Омника. Это, конечно, круто, что у него есть отхил у этого Омника, но я возьму, сделаю так. И я хочу, чтобы все-таки в Марсе был отхил больше. Точнее, чтобы Марси со старта начинала накастовывать очень сильно. Минус армор тоже, наверное, лучше... Хотя, знаете, я, наверное, все в Марсе вот так вот сейчас закину, да? А в тролля оставлю все-таки... Вот так как-то. Как-то так оставлю. Хотя, на самом деле, вот этот тролль мне тоже не понадобится. Я думаю, я вынесу мага-дракона. Хотя тут тролль есть с рыцарями, это очень плохо. А тут еще есть, кстати, кунфуист. Ладно, я все-таки Хускара скипну. Ну, дорогой персонаж, и объективно он мне не нужен. Так, человек на кунфу вылетел, спасибо, пока. Ты сюда. Меньше мне головной боли. Гритер. Вот понимаете еще в чем прикол? Мне такой большой стол, а поставить нечего. Ладно, я все-таки этого тролля оставлю, хотя на самом деле я этого тролля так не люблю. Ну, такой бесполезный тролль, если честно. Он зачастую мне столько, ну, гадостей творит, а не плюсов. Ой-ой-ой, кстати... Оф, успел. Я все-таки верю больше в Хрону Грид. Понял. Надо поменять местами сейчас. Единичку сделать с блинком, чтобы он сразу хрону поставил. А маленького чуть поближе. Ох, Эгида, кстати, пришла. Может, и Эгиду стоит поставить пока вместо Медузы. И пока вот так вот предметы мы все перекинем в тебя. Хотя на самом деле может ману плюс 40 найти. И, кстати, делаем как-то вот так вот расстановку. И вместо вот этого предмета все-таки ману плюс 40 хочу. Да ты прикалываешься надо мной или что? Ману плюс 40, дай. Ладно. Ладно. Кстати, Дискорд я тебе отдам. Все-таки... Гиде Дискорд идет больше. Ого, что ты такая огромная? Ой, хорошо, кстати. Боже, я сейчас на секунду подумал, что мне сейчас вынесет. Уж больно как-то он уверенно пошел там. Меня так гасить. Ладно, я пока Медузу скипну. Я ее в любом случае потом найду. Рыцари, тролля. Вот это вот интересная, конечно, сборочка, но я не понимаю, кого он пытается там керить. Мне бы взгляд Азеса упал, было бы очень хорошо. Ну, кстати, там тоже человек гиду керит. Ну, точнее, собирает. Не керит, а собирает. А вообще, как-то, ну, странные билды у них, если честно. Тут ли... А, тут воин хочет. Он хочет меня законтрить, собрав воинов. Это, конечно, ну, сильно против меня будет. Это будет очень сильно. Кстати, Мандракон вылетает, я шар бездны сразу скипаю. Давай, взгляд Азеса.
Ой-ой-ой, Омник в троечку на 25-м раунде. Боже, это сейчас так сильно будет. Сюда. Просто сюда это. Так, ману плюс 40 дай мне, пожалуйста. И не... Смотрите рофл. Смотрите просто на рофл этот. У меня 4 предмета. Ни разу мана плюс 40 мне не упала. Упала только вот сейчас. И то с рандомной шмотки. Гениально. Что может быть лучше? Не, ну я алхимика, кстати, буду, наверное, брать потихонечку. Может, я все-таки Вот, 9 воинов. Боже, вот это проблема для меня. Если сейчас попадутся мне 9 воинов, то, скорее всего, я проиграю этот раунд. Если ему сейчас еще упала кираса, у него плита, боже, у него хуже. Не, пожалуйста, только не алое сердце. Кира, вечность. И сейчас такой, ну, БКБ взял, окей. Окей. У меня чистый урон есть. Ну и вот просто... А, он еще и пришел ко мне. Боже, все, я проиграл. Да, я проиграл раунд. А все потому, что он просто собрал сейчас 9 воинов. У меня Марсия сама себя убилась. Ее, естественно, Омник не успел подхилить. Боже. Боже! Вот то, о чем я говорил. Маг вылетел, маг вылетел. Спасибо. Вовремя ты, конечно, вылетел, маг. Бесполезные предметы сразу скипаем. Эти тоже скипну, блинк на ману, все такое. О, маска плюс 50 хп регена. Сюда иди теперь. Вот если бы чуть-чуть раньше это произошло. Кстати, опять маг собирается. Я уже скипну предмет. Ладно. МК, конечно, не приходит, это плохо. Так, тут духа собирают, зачем непонятно, тут рыцари. Ну вот, кстати, рыцаря я сейчас могу не пробивать, но у меня хорошие шмотки, поэтому, в принципе, мне вообще все равно должно быть. Я должен его сейчас пробивать, нечего делать. Но посмотрим, я сейчас не хочу, знаете, загадывать, потому что, ну, уже было. Я уже загадал один раз. Так, минус хп реген у них есть, и у меня хп реген есть тоже. Отлично. Ой-ой-ой-ой, там бабка мне настреляла по лицу только что, посмотрите как. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Отлично. Шикарно. Приемлемо. Надо воина контрить. А воина контрить мы сейчас будем своими методами. Сейчас Марси соберем огромную, сейчас Эгидку соберем огромную. 2 хроны, кстати, я могу заменить, поставить сейчас лучше всего. 2 Эгиды. Да? Да. Все так. Все так. 2 гида я рядышком поставлю, чтобы они так на лицо хорошенечко прикинули челиком. Ну, чтобы приятно им было, понимаете? Вот чтобы просто было приятно. Макдеф я поставлю таким вот образом, Омника я как-то так поставлю. Я думаю, так намного приятнее будет сейчас моему противнику. У человека 2 гритера, мои гритера. Криса. Собирает моих гритеров, а? Вообще тут странные билды собираются у чуваков. Там какие-то рыцари собрались. Ну, бабка, конечно, с взглядом АЗС это серьезное заявление. Она сейчас, если будет правильно кидать, то она меня вынесет. Как бы смешно это ни звучало. Хоть и башера у нее нет. Но хилиться она тоже будет здоров. Она мне, кстати... А, Марси перепрыгнула просто. А, отлично, все. Я же и минус хп реген делаю, и вот этот предмет очень сильный со старта. Молот грома, конечно, бесполезен, я бы его не брал, но лучше, чем ничего сейчас будет. Так, что там? Гритер остался, рыцарь вылетел, окей. Окей. Еще один гритер, кстати, пришел, окей. Если что, я просто ведьмаков поставлю сверху и приколю этого многоуважаемого воина. Но то, что ему плита выпала, это, конечно, не очень для меня. Не очень. Джаггера собирает, да? Ну, Эгиду можешь не собирать, чел. Мы тут вдвоем Эгиду собираем. И он Марси собирает. Боже, ты тыришь мою Марси. Чел, просто вылети, пожалуйста. Не тырь мою Марси. Просто возьми и вылети из игры. И все, проблема решена.
Ты же сам видишь, что твой стол намного слабее моего. Просто не надо. Ну вот, не надо ничего творить. Просто вылетай. Как ты живучий какой, а? Ну ладно. Ну чистый урон я хочу больше все-таки. Ладно, ну и тролль тоже пойдет. Пока лишусь этого жреца. О, кстати. 2 хроны, кстати, мне сейчас больше, наверное, нравится, чем лондруид. Поэтому будет 2 хроны. Пока что лондруид пусть почилит немножко. 2 хроны мне больше нравятся. Что бы мне сейчас такого упало, вот хорошего? На самом деле, Battle Fury. Идеальный предмет. Шикарный предмет, это был бы Battle Fury. Для меня прям реально он был бы шикарен. Падает Battle Fury, игра хороша. Просто обычный Battle Fury. Просто вот знаете, вот вы играете на гритере все там спокойненько, просто вот это вот чудо на воинах собирается, и ты такой, что? Ты не мог доиграть на какой-то там вот сборочке своей, которую ты там раньше хотел, вот эту крутилочку, вертелочку себе собрать. Нет, ему надо именно против меня сыграть. Ты какой? О, и все предметы хороши, если честно. Давай посмотрим, что у тебя тут. Понял, значит мне нужен чистый урон. Иди сюда, дорогой мой. И броня вот сюда. Кого ты хочешь поставить? У тебя алое сердце. Кстати, алое сердце, если ему бы выпала сейчас маска 5-го тира, боже, насколько бы это было сильно. О, он еще Лича ставит. Ну, чел, не переживай, у меня есть шарбезный, я его не скипал. Я его не скипал чисто из-за того, что я видел тебя. У тебя нет денег, а у меня есть... А, ты МК еще нашел. Ну, МК как бы против меня все равно, но проблем ты мне доставишь. Хускара собрали. Боже, я так понимаю, Хускар шел всем. Потому что он у меня тоже один раз пришел. Мне надо вынести Гриттера. У него куча моих фигур. Рону на лицо кинул, отлично. АОЕ сплэш есть. Кстати, БФ очень хорошо еще работает против воинов, ребят. Запомните. Против воинов реально очень хорошо работает. Чем он хорошо работает, объясню. Он дает чистый урон. А это чуть ли не самое главное. То, что он дает чистый урон, это прям шикарно. Давай теперь Марси мне моя придет. Говорю, Марси. Еще раз говорю. Ай-яй-яй, котенок, что ты делаешь? Зачем ты мне на ногу прыгаешь, а? Ты чудо. Короче, вот такое вот чудо, смотрите, нашли. Вот. Вот, типа, посмотрите, какая она. Какая она жопа мелкая. Так вот, вот это чудо мы нашли, оно мне только что на ногу прыгнуло, поцарапало ногу, и она теперь кровит, падла. Больно, конечно. Больно. Ну ладно. Давай. Мне главное, чтобы ты сейчас просто не выходил из контроля. Ну, видите, мне даже хп регена не хватает, потому что... Просто хп регена не хватает, ребят. Он меня просто перебивает. Мне не хватает хп регена. О, давай, бейте толпой. Подхиль. Ой, хорошо. Просто все, минус воин. Давай, пока. У меня просто еще есть массовый урон от... Нужен фура. Боже, как много всего приходит, но то, что мне не надо. И точнее, и надо, и не надо одновременно. Итак, главный вопрос. Вот он. Вопрос закончился. Все. И вот Гриттер, кстати, против меня с резачком троечкой. А, так он не вылетел, я это думаю, почему мне Марс еще не пришла. Но сейчас исправим это положение. У него в тройку эгида. Боже, посмотрите, какая у него эгида в тройку. Он меня вынес. Обалдеть.
Что-что, но этого я не ожидал. Он меня реально вынес. Обалдеть, чел, что ты творишь? Ладно, я против тебя контроружие сейчас соберу. Но это из-за того, что у меня, во-первых, Марси не огромная. И куча лишних предметов, которые сейчас нужно будет скипнуть. Давай, криты сейчас упадите. О, криты. Мне урона не хватает. А с критами мне сейчас урона должно хватать с головой. А еще, кстати, у меня слишком близко ребята все стоят, чтобы... Ладно. Сделаем как-то так расстановку. Потому что он мне очень хорошо бьет магическим уроном. А так не будет. Так у меня есть... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, вот это плохо. Это же зверь, он контролит сквозь сквозь баф Гриттера. Вот этот зверь. Вдруг кто не знал, вот я вам отвечаю. Да чё я убиваюсь опять сам об себя? У меня же маска на хп реген есть, алё. Так, ну воин уже откис, все, пока. С воином я уже справляюсь хорошо. Я алхимика оставляю. Алхимик это хороший персонаж. Просто посмотрите, он меня в таких ребят вынес. Все из-за того, что у него эгида огромная. А, он даже сейчас в Рипера закинул. Ну, на самом деле, по-моему, меня в прошлый раз эгида так хорошенечко оприходовала. Но мне сейчас главное хорошие предметы. И все будет прекрасно. И Марси в троечку. Он мою Марси стырил, и я не могу собрать из-за этого Марси. А еще мне надо... Гриттер будет еще один. Как только я его выношу, все, пока. Пиниталя комедия будет. И если этот чел еще сейчас Кирасу найдет против меня, боже, будет печально. Мне печально будет. Не кому-то там, а мне. Ну ладно, это уже такое. Кстати, наверное, все-таки я поставлю поближе своих ребят, даже против такой вот темы. Наверное. Кстати, Мартретку возьму еще. Алое сердце. Хочу ли я? Хочу ли я? На самом деле, хороший предмет, но надо посмотреть, что мои противники возьмут. Так, Некромикон. Я все-таки, кстати, сейчас поставлю поближе. Объясню почему. Там у меня есть посох. Точнее, не посох, а шар бездны, который должен подсейвить меня от магического урона моего противника. Не всех, конечно, я поставлю, а так чуть-чуть. Так, ну что за предметы вы взяли? Так, маска, Некромикон. Ну, я возьму алое сердце тогда. Оно неплохое, оно просто будет меня хилить. Ладно, я сейчас еще хочу сролиться. Блин, Марси нету. Мне надо ждать. Нет Марси, у меня проблемы. Бабку закерил. Или... А, он Хускара закерил. Ну, тоже неплохо, кстати. Хотя чистого урона у меня очень много. Так, ты вылетишь там или нет, надеюсь? Только скажи, что ты меня еще выиграл в 7 позиций, я в 8 позиций проиграл. Прикол. Прикол. Он меня в 7 позиций выигрывает с таким вот столом. Стол у него неплохой. Тут я соглашусь. Марси. Я, кстати, тебе отдам вот этот вот предмет. Потому что у тебя массовый... Ну, короче, у него будет массовая тычка на все. Яйцо я оставляю чисто под Марси. Ну, кстати, реально, он меня выносит чисто вот этим вот персонажем. Ну, надо мне что-то... У него брони много, наверное, из-за этого так. У меня маска просто не отхиливает, прикиньте. Насколько это кринжово. Меня маска не может... Ну, я его просто не пробиваю каким-то чудом. Я шокирован.
Лучше 5 денег оставил. Боже, мне даже алхимик не помогает. Вот это у нас баталия, конечно, ребят. Да ладно, не, я тогда так возьму. Что делать еще? Я не знаю, что делать, если честно. Только мне Марси троечка может помочь. Но из-за того, что там чел тоже себе Марси нашел, у меня все плохо. Еще и хрону, если пойти кидали нормальную, было бы тоже шикарно. Не знаю, мне нужно много урона и чистый урон. Точно. Блин, ну я не могу против него на чистом уроне играть. Да ну не... Ты серьезно? Ты меня еще тоже вынес? Почему взгляд ЗС на тебя не работает? Алло! Что это за бред? Давай так. Я уже не знаю, чистый урон пусть будет. С обалденным... А, ну я сейчас еще сильнее получу. Некор с отхилом. Почему так плохо? У меня что же взгляд ЗС, почему я так ему хп реген не режу? Это чисто Кираса так влияет? Серьезно? И я все сделал для того, чтобы найти себе... Не, ну у меня, может, керри не хватает, я не знаю уже. Есть взгляд АЗС. А чел просто на Хускаре живет. У меня 55 хп, а чел меня всем позиции вот этими персонажами выносит. Он купил себе Марси. И не может ее собрать. А я не могу ничего сделать против него. Что это за бред? Просто сказать, что я шокирован, ничего не сказать. Не знаю, может как-то расстановку... Я сейчас попробую, конечно, расстановку побольше сделать. Может из-за того, что у меня умник мало хилит. Вот такая вот тема происходит. Давай еще одну Марси, ну, пожалуйста. Рандом. Понял, рандом мне с самого старта сказал хорошо. Потом уже пока. Скорость атаки плюс 40 и башер. Я хочу башер. Урон. Это урон мой. Давайте в действительности так и сделаем. Смотрите, я оставляю алхимика в середине. Вот этих ребят подальше ставлю. Вот так. Скипы вот эти вот предметы. Я считаю, они бесполезны. Бессмертие. Отдаю тебе отхил. Я, кстати, не успел чуть-чуть. Ну ладно. Я реально шокирован. Вот. Есть у меня... А чел там ни себе, ни людям, вот серьезно. Есть башер у меня, кстати. Вот спасибо за то, что хотя бы башер есть. Почему ты так регенишься? Ладно, я понял. Без алого сердца я его не вынесу. Тут у нас ничья. У всех ничья сейчас была.
Понятно, я Марси не... А, надо... Блин, я забыл, надо было Марси убрать немножко. И, кстати, взгляд АЗС я, наверное, оставлю так. Подожди, какая у тебя там расстановка? Так, ты посередине, это неинтересно. Тут у тебя пусик тут, значит он тут. Значит. Давай, ребят, этих сюда поставим. Тебя сюда, а ты посередине, чтобы ты сразу смог закастить свой скилл и всем дебаф накинуть. Вот так. Дебаф на отхил. У меня слабая Марси. Не хватает ей все-таки урона. Вот в троечку я уверен, что было бы все полегче. А, у нас сейчас будет вечная битва, походу, потому что у него бессмертие, у меня тоже. И алое сердце у меня есть, у него тоже. А, ну он меня вынес, кстати. Не, ну Марси в тройку мне решит вопросы. Просто нужна Марси в тройку. Он специально тоже ее собирает, чтобы я не собирал, понимаете, в чем еще кринж? Вообще смешно. Марси. Марси. Яйцо. Тоже пойдет. Не знаю, давай в Эгиду попробуем. Хотя, блин, ну мне надо взгляд Азеса. Мне надо и бессмертие. Мне вот эти все предметы, они мне нужны. Battle Fury тоже, это урон. Массовый урон. Честно, я немножечко в замешательстве, как все лучше провернуть это. Так, Ускара я сейчас застаню, окей. Может мы толпой его как-то загасить сможем? Куда ты отпрыгнула? Чудовище! Боже, не, это... Нет, без Марси очень трудно. Троечки. Легендарная битва. И прикол в том, что я ее проиграю. Как бы смешно это ни звучало, но это легендарная битва, которую я в действительности проиграю. Ладно, не знаю, дай мне эту шмотку обратно. Короче. Давай толпой на одну сторону наваримся. Не знаю, я знаю, что я мог бы чистый урон поставить, и было бы проще. Вот я сейчас даже минус армор алхимиком ему сделал. Алхимика. Все, я буду бесконечно... Ой, я проигрываю. Боже, я проигрываю. А чё они такие жирные? Почему у него 3... А, ну там же жрец, точно. Как ты так отхилился, если я тебе взглядом Азеса наношу минус 50% отхила? Объясни мне, пожалуйста, каким образом ты отхилился? Без Марси в тройку очень тяжело. Сейчас будет, кстати, Рошан. Не понимаю некоторых я вещей все-таки. Энигма. О, Энигма. Хороший персонаж. Мне он нравится. Ну как? Он тоже два яйца себе нашел. Алло, ну это нечестно. Как минимум, это реально нечестно. Чел, алло, все, откисай.
Мне нужно Марси, мне нужно одно яйцо. Все, я Марси в тройку себе соберу и буду, ну, просто чувствовать себя хорошо. У меня куча хп было, и я все равно, я даже не могу его пробить. Это самое смешное. Хускара. У меня просто взгляд АЗС есть, но я не могу Хускара пробить, мне урона не хватает. Это самое смешное. Ладно, мне, наверное, что-то тоже опять на урон нужно. Скорее всего, не знаю, там какой-то МКБ. Опять взгляд... О, взгляд АЗС мне упал. Отлично, у меня их два сейчас будет. Прекрасно. Это прекрасно. Баш, кстати, сфера. Процентажный урон от сферы я люблю. Хорошая тема. Марси. Марси. Боже. Ну тут ничего нет такого, чтобы мне прям понадобилось. Ну, сейчас посмотрим. Я поставил как бы энигму. Энигма это все-таки, извините меня, процентажный урон. Но без все-таки троечки Марсе очень тяжело играть. Давай, воин. Откисной сделай уже. Все, отлично. А почему? Не понял. У Омника чистый урон. Каким образом ты сейчас выжил? У него, кстати, нет взгляда Азеса, он все равно выживает каким-то чудом. У него хп реген больше, чем я ему дебаф. А, у меня ж нет уже дебафа, точно. У меня же дебаф взгляда Азеса. Взгляда Азеса находится. Ну, Марси тройка может только мне помочь, я думаю. Больше мне никто не поможет. Алое сердце мне тоже не поможет, я думаю. Хотя алое сердце может мне помочь на Энигму. А кого мне еще там взгляд Азеса? Я кому отдал? Тебе? Ну, кстати, может 2 Марси поставить. Просто он в 6 позиций играл. Ну, 7 позиций у него сейчас есть. Я не знаю. Вот честно, я не знаю. И в чем прикол, я даже не знаю. Опять в бабку поставил. Ну, можешь ты поставить, ну, на другого персонажа, но не на тебя. Почему я убиваюсь опять сам об себя? Я не понимаю. Из-за того, что у меня... У него нету взгляда Зеса. Каким образом я умираю сам об себя? Боже, ну это кринж уже. Это кринж. Каким образом я умирал сам от себя? Марс. Марс. Марси. Ладно, я не знаю, я Battle Fury буду скипать, но это уже смешно просто. Battle Fury мне не помогает, да, у него там есть урон, но я не могу отхилиться из-за этого. Я уже не знаю, что еще придумать. Каким образом, что делать. У меня уже чистый урон Энигмы стоит. 2 яйцо, ну, мне 2 яйца. Марси бесполезно. Ой, Марси, ну, короче, бесполезно. Я уже как расстановку бы не делал, я все равно как-то каким-то чудом проигрываю это все. Даже сейчас процентажный урон висит на просто чертовом челике, а он мне взгляд Азеса сейчас пикнул. Его взгляд Азеса работает на меня, на него не работает. Каким образом? Кто-то объяснит мне? Ребят, напишите мне в комментариях, что это за бред, что это за прикол такой.
У меня есть тут для ТЗС. Может, как-то для ТЗС не работает, я не знаю. У меня просто уже, понимаете, заканчивается варианты. Самое забавное, что я проигрываю. Челик, я тебе не дам наролить. Вот ты все деньги потратишь, я тебе просто не дам наролить. Не знаю, кстати, мне кажется, Лундруид уже бесполезен. Может как-то поставить Марси. Пусть Марси дерется. Ну это просто смешно, ребята. Я честно, я в лютом замешательстве каком-то. Мне не хватает урона там-там. Алое сердце мне ничего особо не дает. Все. Энигма ничего не может сделать. Минус от хил как бы есть. А, у него доспех экзорцизма. Я просто убиваюсь. Понял. Ладно, окей. Ладно, окей. Может, я сейчас грубую ошибку делаю. У меня просто вариантов других нет. Но надо две пары критов ставить тогда, что? Алое сердце мне не помогает. Две пары. Боже, как урона мало дало. Меня чел там выносит каким-то непонятным образом. Из-за жреца тройки. У него просто невероятно сильный этот парень, и все. О, Рошан, кстати. 50 раундов, боже. И что сейчас упадет? Кто мне может такого упасть, чтобы помогло? Но я не могу поставить ведьмаков, понимаете? Ты сейчас рофлишь надо мной? Ладно, это 100% скилл. Мне ни МК не приходил все это время. Короче, ладно. Все равно. Не бомбим. Попробуем что-нибудь с этого сделать. Может мне как-то шмотки получше. Бродер, 4800. Не, может Энигма, кстати, в двойку придет. Энигма тоже сильная в двоечку. Будет хорошенько сжигать. Цепь кровожадного костяника. Тоже хороший предмет, кстати. Блин, я алхимика продал. Можно было бы реально алхимика попробовать сделать. Но у него сейчас предметы намного лучше, чем у меня, к сожалению. Марс мне не пришла. Кирите больше... Ну, я не знаю даже, что больше скипать. Мне больше тупо нечего скипать. Тут невероятно... Ой, боже, какие там огромные они. Честно, у меня аж голова-то разболелась от этой катки, потому что я реально в замешательстве лютом. Чел меня неизвестным чудом выносит. Слава, не знаю кому. Яйцо в двойку пришло. Теперь у меня Марси тоже сильная. Спасибо. No! Yeah! Честно, у меня аж такая голова. Марси в тройку наролил после него. Боже, это, ну, это смешно. Ну, честно, меня это не особо веселит, как бы, да, но на самом деле, боже, какой-то смех. Это кринжово. Теперь есть одна лишь цель.
если мне придет... Я даже не знаю, что мне придет. ЛД, кстати, вообще сейчас не нужен. Может, рыжий Лиса? Может перестроиться сейчас быстренько все-таки... Кстати, а кто кого? Вы выиграли друг друга или как? Ой-ой-ой, там вот этот чел выносит нас двоих. Надо жреца в тройку пытаться найти, или я не знаю кого. Но у меня есть рыжий лис. Кого я еще могу такого... Ну, мне нужен МК вообще в двойку. МК в двойку, я думаю, порешает многие вопросы. Кстати, как-то так сделаю сейчас расстановку. Что у меня есть впечатление, что так будет сильнее. Ой, все, смотрите, какая Марси просто. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, сюда иди. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, пока. Я выиграл, еще и минус хп получил. Ты что, издеваешься? Алло. Нельзя так. О, минус воин. Минус воин. Это хорошо для меня. Теперь. Давай мне кирасу. Отражение, кстати. Иди-ка сюда. Вот теперь иди сюда. Отражение это тоже хороший предмет. Ты сейчас ощутишь всю боль. О, кстати, есть же Лич. Лич неплохо подойдет для этой роли. Где там твоя Марси? Рядышком. Ну, сейчас поиграем. На самом деле надо было Марси на Марсе поставить. Сейчас сыграем с тобой в игру, дорогой мой. Если б мне сейчас еще пришел... А, он меня вынес. Его Марси оказалась сильнее. Если бы не Кираса пришла, я думаю, было бы легче. Но это была обалденная игра, честно. Очень классная игра. Я даже, ну, честно, я на самом деле подумал о том, что я сейчас проиграю. Вот у меня было такое ощущение, что я проиграю. Но 52 раунда. Сколько? 48? Плюс 3, 51. Ну, короче, 52 раунда. Вот этот чел каким-то образом меня вынес. А, скорее всего... Ну, я не знаю, ребят. Напишите в комментариях вы. Но я не думаю, что Кираса прям настолько сильно повлияла на исход боя. Скорее всего, повлиял затмение тьмы. Затмение тьмы очень сильный персонаж. Скорее всего, он повлиял. Пришел бы, наверное, мне Энигма. Я думаю, Энигма была бы намного сильнее в двоечку. Вот прям нормально бы я его выносил, особенно две эти штуки. Но мне кажется, все-таки взгляд Азеса почему-то не работал на моих противников. В один прекрасный момент взгляд Азеса перестал работать. Я могу ошибаться. Если же действительно взгляд Азеса перестал работать корректно и что-то произошло, напишите мне в комментариях. Мне очень интересно, что такого произошло, что по итогу вот такая тема произошла. Кстати, ну ЛД, как я понял, в гритерах такое себе. Но игра была красивая. Очень красивая. 52 раунда. 52 раунда. Аж голова разболелась. Фух. Ну что, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Если ролик понравился, не забудь тыкнуть свой лайк. И также подписаться на мой YouTube канал, потому что цель 5000 подписчиков. И мой телеграм-канал закреплен в комментариях. Там я пишу новости по обновлению игры. У нас там есть чат комьюнити плюс, личный блог. Всем удачи.